Привет! Вы уже, наверное, из названия видео догадались, о чем пойдет речь. И я хочу сразу сказать, что это будет абсолютно неинформативное, абсолютно бесполезное видео. То есть, если вы ждете какие-то советы, там, впечатления серьезные, отзывы, то этого здесь не будет. Я просто хотела вам показать то, как проходит сеанс гирудотерапии. По-моему, гирудотерапия называется. Могу ошибаться, у меня с памятью все плохо, мне надо и на голову тоже пиявку поставить. Вот. Сеанс лечения пиявками на дому. Только это не такой на дому, что мы сами пошли в аптеку, купили пиявок и насажали на себя. Нет, приезжал профессионал, она поставила на нас пиявок, она все сказала, как быть, что делать, шевелиться, не шевелиться, и потом с нас пиявок сняла. Вот. Начнем. Что это такое? Зачем нужно лечиться пиявками? Список заболеваний, которые лечат пиявками, он просто огромен. Лично в моем случае я пытаюсь лечить фурункулез. То есть я уже многократно в видео говорила, что у меня бывает фурункулы на лице. И даже не сами фурункулы, потому что они не настолько страшны, как вот эти следы, которые после них остаются. Вот это вот темное пятно, как синяк, оно может у меня полгода оставаться на коже. Бывает иногда даже дольше. И я хочу бороться как-то вот с этими вот пятнышками. Но вот так вот просто взять пиявок, посадить всех на лицо, так там профессионал сказал, что так тоже нельзя, нужно сначала там поднимать иммунитет определенных органов, то есть вот нам ставили на желчный пузырь по 5 пиявок аж, вот, нужно поднять иммунитет общий. И сразу переходим к таким важным вещам. Первое, зачем ставить пиявок, чем они полезны? Многие считают, что это пиявки высасывают плохую кровь, и вот она заменяется. Нет, никакой плохой крови в организме такой нет, высосать бы ее, наверное, вряд ли смогли всю. Просто они выпускают, когда они сосут эту кровь, они впускают в организм очень много вот этих разжижающих кровь специальных ферментов, которые очень полезны, определенному числу людей. Не могу сказать, что они, наверное, всем полезны. Наверняка кому-то они могут быть вредны, как и любое лечение, как любые лекарства. Вот. Они разжижают кровь, они делают ее местный иммунитет вот того места, который пиявки ели, местный иммунитет повышается. В общем, я не профессионал, я не могу правильно это объяснить, поэтому, если вас сильно это интересует, то, там, не знаю, погуглите. Вот, второй, самый, наверное, популярный вопрос. Больно или нет? Я скажу, что мне было абсолютно не больно. Моей подруге Алисе тоже было абсолютно не больно. Я читала, когда отзывы до этого, я читала какие-то ужасы, что прям нереальная боль, что 45 минут невозможно было выдержать, еле дотерпела. Я не могу даже сказать, что это было неприятно. То есть я не могу сравнить это с каким-то неприятным ощущением. Единственное ощущение, которым я могу это сравнить, это вот если вы спали, например, бывает там, руку прижмешь во сне, а потом встаешь, вылазишь, эту руку достаешь, и мышцы покалывают из-за того, что долго кровоток был плохой, вот начинает кровь проливать. Вот мне показалось, что по ощущениям очень похоже на это. То есть я не могу даже назвать это какими-то сильно неприятными ощущениями. Все очень просто и легко терпится. Я пиявок не боюсь, поэтому для меня это не было каким-то, о боже, они такие противные. То есть, я не знаю, поэтому для меня эта процедура не была ни в какой степени неприятной, она была обычной, вполне терпимой, никаких проблем в этом плане не возникло. Конкретных отзывов каких-то составить я не могу, потому что мы прошли пока всего один сеанс, поэтому ничего сказать невозможно. Единственный минус, который я могу назвать, этих ферментов настолько много, вот в этих укусах пиявок, что кровь идет много-много часов. То есть вот из этой ранки вытекает огромное количество крови, то есть она такая разжиженная, это не все вот сплошная кровь, это вот специальная разжиженная кровь, то есть у вас там не будет голова кружиться от потери крови, ничего такого, это, насколько я знаю, не опасно в правильных количествах, если это делать. Вот, но это крайне неудобно, то есть нам делали на желчный пузырь обеим по 5 пиявок, и приходится к животу приклеивать прокладку и с ней ходить. С прокладкой на животе ее нужно постоянно менять, потому что как-то она какая-то такая нестандартная, такая какая-то более жидкая. И лично у меня она все время вытекала во все стороны. В общем, если вы на следующий день идете там на работу, или вы можете испачкать постель, или еще что-нибудь в этом духе, вот это очень неудобно. У меня почти 20 часов шла кровь, у моей подруги чуть меньше, и остаются такие какое-то время очень некрасивые такие следы, ярко-фиолетовые, сначала они ярко-малиновые, потом ярко-фиолетовые, вот сейчас уже прошла неделя где-то, и у меня остались только вот совсем такие, как маленькие дырочки, вот где, как даже не ссадины, я не могу это никак назвать. Вот, зато у меня одну ставили на лицо, как вы видите в видео, там не было ни следов, ничего, и здесь, где, получается, меньше вот этой жировой ткани, где меньше вот самой крови, где они там меньше кушали, где эта пиявка меньше кушала, она, во-первых, так отвалилась быстро сама, напилась, отвалилась, и тут вообще никакого следа не было. То есть кровотечение у меня там длилось, наверное, часа 4,
И вот я сейчас даже не смогу найти вот этот, где был укус, там никакого следа вообще не было. И еще вот эта вот кровь, она очень полезная, которая вытекает в качестве маски для лица. Я сначала не очень поверила, что если я раз затру всю кровь по лицу, которой текло очень много, то будет это хорошо. Но действительно я подержала, пока она не засохла, стерла потом мицеллярной водой, умылась, и кожа была, правда, очень мягкая. Так что Елизавета Батари не зря, может быть, купалась-то в крови девственниц. В общем, если вас такое интересует, то смотрите маленькое коротенькое видео. Пока. Такие тепленькие. Попробуем? Кто-то пускает улиток на лицо. Мы решили пойти к более радикальным методам. Пиявка сосет кровь из моего лица. И из печенюшки, из желчного пузыря. Рядом валяется еще одна пиявка, на которой мини-пиявочки. Вон они. И Backstreet Boys. Вот. Спа-салон на дому. Пиявок там сняли. Сейчас, видите, какая красота. Из такой маленькой-маленькой ранки от пиявки будет течь около 24 часов кровь и весь живот. Алис, покажи на себя. Мне там заклеили живот скотчем и прокладкой, чтобы не текла кровь, потому что течь она будет очень долго. Вот так.